Вот что происходит на Радио Звезда. В простонародье люди говорят: о, какой бесстрашный летчик. А у летчика только один такой важный критерий всегда в психике сидит. Если что случится, то больно не будет. Валерий Очиров, генерал-лейтенант, герой Советского Союза. Окончил Сызранское авиационное училище. Воевал в Афганистане в качестве командира вертолетной эскадрильи. Совершил более 800 боевых вылетов. В настоящее время главный консультант министра внутренних дел по вопросам взаимодействия с таможенными органами и налоговой службой. 30 октября, ровно месяц с начала нашей боевой операции, военной операции России в Сирии. Судя по отзывам, операция идет успешно, отзывы благожелательные и с той, и с другой стороны, я имею в виду российские масс-медиа, то, о чем говорят на Западе. Вы, как военный летчик, с каким чувством за всем этим наблюдаете и как вы оцениваете развитие этой операции? Ну, как профессионал, я всегда смотрю на эти сюжеты с ощущением своего восприятия, а как бы я это чувствовал, находясь в кабине. Конечно, это было бы потрясающее волнение, и я себе представил эти ребята молодые, которые сегодня делали первые боевые вылеты, с каким волнением они относились к выполнению этих задач. Потому что нормальный человек с нормальной психикой, он не может не волноваться. Трудно преодолеть страх. И что бывает, если летчик струсил, допустим? Бывает по-разному. Если он струсил, то он может сбросить боекомплект, не долетая до цели, вернуться и сказать, он отработал, как бы, да. А бывает, у нас и бывали такие случаи, что человек отказывался выполнять не в открытую задачу, а вот выпивал. Значит, и если перед вылетом врач обнаруживал в нем состав опьянения, состояние, естественно, не допускали к полету. И это была мотивация, вот его не пустили. А кто, извините, разрешил выпить? Так это же практически самострельщик. Это да. Были такие эпизоды в Афганистане, с этими летчиками прощались, их исключали из партии, из комсомола, их снимали с летной работы. Это было не массово, я сразу подчеркну, но эпизоды были. Я думаю, вы внимательно следите за действиями российской авиации в Сирии и мысленно, но невольно сравниваете это с тем, что было в Афганистане. Да. Вот в чем тут может быть сходство, в чем разница? Я имею в виду лишь действия авиации, потому что в Сирии наземные операции не проводят наши. Да, ну, здесь, конечно, есть элементы сходства. Это, прежде всего, непосредственное выполнение физические, физиологические, да, технологические работы летчиков, погодные условия, интенсивность вылетов, напряженность, да, подготовки техники, подготовки летчиков к вылету. Много схожих элементов. Но большая разница в том, что сегодня техника, та, которая была еще при нас, она же была заранее с учетом технической политики, имела эта платформа задел на десятилетия. Значит, и на базе этой платформы модернизировалась техника и оружие. И сегодняшний российский летчик получил в свое распоряжение очень уникальное, современное технологическое оружие, которое позволяет более точно открывать огонь, поскольку в нашу эпоху тогда не было ни GPS, ни ГЛОНАССа, а сегодня видите, насколько открыто Министерство обороны нашей страны, что в режиме онлайн демонстрирует качество работы наших летчиков. Вы понимаете, наверное, гораздо лучше, чем штатский человек, то, что нам показывают в телевизионной картинке. Да. Вот попадание в склад боеприпасов, сильный взрыв. Да. Вы понимаете, конечно, что там обвинения самые разные сыпятся на нашу голову. Это действительно попадание в склад боеприпасов. Это точно, да. А вы можете сравнить по тактико-техническим характеристикам, допустим, тот вертолет, на котором вы летали, в принципе, и его модернизированную версию, которая задействована в той же Сирии? Да. Я думаю, особых изменений нету, кроме как комплекса вооружения, да, и прицельно-навигационного комплекса. И я даже ощутил некий такой, знаете, интерес, когда прочитал недавно в интернете комментарии иностранных специалистов, которые говорят:
по почерку полета видно и по элементам маневрирования и точности работы армейской авиации, так работают только русские. То есть они знают наш почерк, понимаете? Давайте задержимся на почерке. Да. Просто, что называется, вопрос в лоб. Да. Может быть, вы знаете по чистой случайности почерк американских летчиков и вертолетчиков? Потому что вы сказали почерк. Две разные вещи, да? Ну, тут тоже вопросы психологии, понимаете? Очень у нас разный менталитет. И разные отношения к тому месту, где ты родился, к своим друзьям, к родственникам и к понятию «родина». И вот когда мы воевали в Афганистане, несмотря на то, что мы были вообще в чужой стране, но мы шли и выполняли задачи, рискуя собой, потому что там мои сослуживцы в этих горах находились, мои сородичи по отечеству, и я не мог их бросить ни ранеными, ни убитыми. И мы шли на это. А у них как такого образа Родины не существует. Там такой плавильный котел, так называемый, понимаете, где все пришлые, плавились и превращались в нечто однородную массу. И за редким исключением они шли на самопожертвование ради друг друга. Даже вот последний эпизод, я помню, года 1.5 назад, он в Ютубе демонстрировался. Мой однокашник на самом тяжелом в мире большом вертолете Ми-26, уже будучи гражданским человеком, Володя Маринин, его фамилия, полетел в Афганистан и вытаскивал сбитый чинук из ущелья американский. Ни один американец не полетел, да и не смог этого сделать. Он его вытащил на тросах и перевез на базу для восстановления. Вот такой заказ американцы делали нашему летчику. Афганистан – это горы, это ущелья, в том числе и в подземных туннелях. Да. Они прятали и технику, и свои наличные силы. И вертолет часто был единственным средством для атаки с воздуха. Сирия – это другой ландшафт. Вот как вы считаете, где легче воевать? Где легче работать по целям? Конечно, легче работать по целям, где меньше так называемой зеленки. Понимаете, вот я посмотрел картинки в Сирии, есть холмы и горушки, они покрыты зеленью. Это очень сложно обнаружить и со спутника, и так, с оптико-электронным прибором, с вертолета в движении, обнаружить живую силу или технику спрятанную под кронами деревьев, потому что ты, как правило, перемещаешься с большой скоростью. Но тем не менее, если это обнаруживается, это уничтожается. А вот когда горы, скалы обнаженные, да, там, конечно, легче и на дне ущелья что-то увидеть, или на скалах увидеть, или на снегах. Там же это уникальная страна была, Афганистан, и есть. Там за время боевого вылета, скажем, за 40 минут ты можешь все времена года пролететь одновременно. Снизу, где, скажем, вот этот Джалалабад, да, где просто тропики, да, и пошел вверх и до вечных льдов. Расскажите, на вашем примере об одном дне пилота на войне, потому что мы знаем, что наши ребята в Сирии делают уже по 2-3 боевых вылета в день и отрабатывают уже по нескольку целей. Когда начинали, то только по одной. Ведь это сложно. Ведь это, что называется, работа на износ. Да. Как было у вас? Один день летчика. За один день в среднем у нас было 3-4 вылета в день на летчика, да, а иногда и доходило до 9 вылетов. В один из дней мы вылетели в долину, она потом переходит в ущелье Чарикар. Там где-то, как нам сказали, застряла, и ее зажали, и преследует группа нашего советского спецназа. Да? И надо было как-то выйти на связь и оказать им помощь. И вот когда мы вылетели и пошли по ущелью, в паре со мной был ведомый, и любое ущелье, оно заканчивается стенкой. И все, как мы называем, мешок. И вот мы идем таким образом, что хребты правого или левого склона примерно на уровне полета, на линии полета. И до конца остается километров, наверное, 7-8. Мы группу не слышим пока ничего. И, наконец, группа вышла на связь, и они говорят, вот мы ночью оторвались, и сейчас находимся вот там-то, там-то, показывают. Мы эту точку нашли, и вдруг я совершенно случайно
боковым зрением смотрю, справа поляна такая большая. И на этой поляне расположилось примерно человек 40 в черной одежде. Это пакистанцы были. Значит, с вооружением, носимое вооружение было. Пакистанцы, простите. Спецназ. Они залазили, активно воевали. На территорию Афганистана, Угу. да. Мы их уже знали, да. И с ними кто-то еще был в другой одежде, в национальной. И я так вот невольно смотрю взглядом и сталкиваюсь взглядом, потому что расстояние метров 500 было, да, и мне кажется, что они мои глаза видят. Я так невольно взгляд отвернул и прохожу мимо, никаких эмоций. И сзади у меня летит мой ведомый Юра, я ему говорю, ты справа наблюдаешь? Он говорит, вижу. Я говорю, ничего не делай, идем до конца. И мы до конца идем, доходим там километров 10, наверное. Делаем горку, поворот на горке и сваливаемся, идем в обратном направлении. Я говорю, Юра, вот как только ты их будешь проходить, ты мне дай, значит, знать, отмашку, что ты на траверзе, и я выполняю, говорю, элемент, а ты потом повторяешь. И это, с моей точки зрения, называлось, знаете, чем? Это построить шедевр на поле боя, чтобы восхитить противника в последние для него мгновения. Что вы сделали? Я, проходя, как только прошел их дальше уже, как только Юра сказал на траверзе, то есть они у него вот тут, я делаю строго, почти под 90 градусов, вертикальную горку, у меня стремительно идет вверх вертолет, падает скорость до нуля, естественно, они головы задрали. И я делаю поворот, а у меня уже оружие включено. И как только я крутнулся, и они у меня в прицеле. И я в это время открываю все, что есть, и вываливаю. И прохожу. Ракеты? Да, и ракеты, и были бомбы у меня с задержкой. И я ухожу дальше в обратном направлении в ущелье. И опять повторяю горку. В это время на горке Юра, и он открывает тоже огонь. И все, работа была сделана. И вот потом уже наша спецгруппа поднялась и уже разбирала все эти документы, имущество. И это явилось подтверждением нашей эффективной работы. Благодаря кино слово «вертушка» знают практически Да. все. Вертолеты обычно по-кинематографически появляются в самый драматический момент. Одних они крушат, а других спасают. Вот так часто бывало у вас, когда вы своим появлением решали исход боя? Да. Или спасение людей? Да, и я вам прям скажу, что реально именно армейская авиация в концепции ее применения в наземных операциях, она значительный эффект придавала решению задач наземными войсками. Это безусловно. Понимаете, когда в динамике боя это все как, знаете, как в едином оркестре, когда дирижер играет и включает там, я не знаю, валторну, скрипку, там еще чего-то, и все это звучит. Вот так примерно армейская авиация вливалась в сухопутный, так сказать... В боевые действия внизу на суше. Да. Когда противник, на которого наступает наше подразделение, не имеет времени на ответную реакцию, потому что сверху мы. Американцы воюют с бухгалтерской точностью и заранее высчитывают, какую кровь они прольют, и стоит ли победа этой крови. У нас, как песня поется, мы за ценой не постоим. Это вот что? Это вот наша концепция, это наш дух, это, согласитесь, это жестоко по отношению к самому себе. Да, нет? но эта концепция приемлема, знаете, когда идет война за независимость моей страны на моей территории. Но вот если обратиться к истории, то если внимательно посмотреть исторические моменты Великой Отечественной войны, то верховный главнокомандующий Сталин лишь однажды за всю историю ведения нашей Великой Отечественной войны издал приказ. Оказывается, пленных убивать нельзя. Понимаете? Это Женевская, это Гаагская конвенция, еще до Первой мировой. Да, а я по своей психологии, как вот гражданин своей страны, предполагал, должен быть издан приказ, если противник
пошел, тем более без объявления войны, и ступил на нашу землю, он должен быть здесь уничтожен. Здесь его в плен нельзя брать. А вот когда мы пошли с наступлением и вышли на его границы, вот на его территории можно в плен взять. Вот у меня такая внутренняя установка была. А вот в Афганистане, я вам хотел рассказать, Да, пожалуйста. у меня попадалось несколько моментов, когда люди сдавались, и бесполезно было сопротивление, и я их не брал в плен и не уничтожал. И потом, когда мне представилась возможность, уже будучи членом Верховного Совета, ездить в Афганистан вот в последний год перед тем, как маджахеды захватили Кабул и казнили Наджибуллу, это было за полгода, наверное, я приезжал, забирал наших пленных, они отдавали, там 3 человек. И мне нужно было встретиться с Ахмад-Шах Масудом. И вот я с ним встретился. Очень долго беседовали, обедали, потом ужинали. И он вернулся к тому эпизоду, за который я получил награду. И он мне говорит потом: почему ты не убил моих людей? Я говорю: ну зачем я буду пленных расстреливать? Это не моя тема, говорю. А он говорит: жестокий ты человек. Я вынужден был их своей рукой уничтожить. За плен? За то, что они не выполнили задачу и сдались. А я их отпустил. Вот что происходит на радио «Звезда».